В этом видео мы с вами посетим поистине уникальное место, которое называется библиотека рамёна. В Корее лапша быстрого приготовления без преувеличения считается народной едой. Будучи едой очень доступной, обладающей характерным вкусом, который многие корейцы знают с самого детства, рамёны не только плотно вошли в повседневную жизнь Кореи, но и стали частью массовой культуры. Всем привет, друзья! С вами Денис Ким, вы на канале Foodcore. Устраивайтесь поудобнее и давайте начинать. Друзья, в данный момент я нахожусь на одном из самых популярных районов Сеула. Называется он Хонде, и славится он тем, что здесь всегда проходит очень много вечеринок, здесь очень много баров, ночных клубов, но также здесь и очень много интересных и классных заведений с вкусной едой. И неудивительно, что именно здесь открылось такое необычное заведение, которое называется библиотека рамёна. Вообще в Корее это не редко, здесь полным-полно подобных заведений, в которые вы можете прийти, купить рамён, сварить его, добавить разных топпингов и как следует насладиться. Я уже снимал подобное видео, на канале оно есть, можете посмотреть. Но ключевое отличие именно этого заведения заключается в том, что это не кафе. Это именно большой магазин популярной розничной сети по типу 7-Eleven, но который называется CU. Первое, что бросается в глаза, когда вы заходите в этот большой просторный магазин, это, конечно же, вот эта вот стена с большим количеством полок, в которой установлены пачки лапши. И это действительно выглядит как библиотека. И если верить открытым источникам, то здесь находится более 200 видов рамёнов. И знаете, быстро глянув на это большое разнообразие, я этим источникам верю, потому что я встретил здесь очень много разной лапши, которой до этого никогда не то чтобы не пробовал, я даже не знал, что она есть. Очень интересно, особенно, что здесь доступна не только корейская лапша, но также здесь есть лапша японских производителей, и в том числе есть знаменитая индонезийская лапша, которая называется Indomie. Сейчас много можно увидеть рилсов, всяких шортсов, где ребята, фудблогеры пробуют ее и делают разные рецепты с ней. Ну и, конечно же, есть вот такие вот сублимированные варианты японского рамена. И, знаете, выглядит это все очень интересно. Но пробовать мы сегодня будем именно корейскую лапшу. Конечно же, здесь есть и знаменитые марки лапши. Например, всеми нами любимый Shin Ramyeon. Он здесь есть разного вида. Есть Black Shin Ramyeon, есть вот такой вот новый какой-то Тореды. Я не знаю, что это, я еще не пробовал, но это очень интересно. И, кстати говоря, вот эти вот популярные марки известных рамёнов здесь и подписаны, точнее выделены вот такими вот ярлычками. Написано, что данная лапша входит в топ-4, я так понимаю, по их продажам. Здесь вот есть, например, еще Джин Рамен от Атоги, тоже не менее популярный, и вот он входит в топ-3. Также есть еще особая интересная закономерность, что все ценники подписаны с учетом остроты. Есть вот, например, вот такой вот необычный рамен, который называется пудечиги. Я его, кстати, еще ни разу не пробовал, наверное, мы сегодня его и попробуем. Судя по подсказке, здесь есть 5 степеней остроты. И именно этот рамен помечен как hot, то есть достаточно острый, среднеострый. Ну, допустим, есть такая лапша, как Йоль, вы наверняка тоже ее знаете, и она помечена 5-й степенью остроты, и называется она Hell, что переводится ад. Я думаю, вы поняли, что это невероятно острая лапша, которую надо пробовать аккуратно. А еще помимо рамена здесь есть соусы. Вот есть, допустим, острые соусы от компании Samyang. Это те соусы, которые обычно идут в лапше пультак. Есть они разные, есть вот классические, есть вот такой вот интересный. Есть также необычный соус от крестного отца корейской кухни Пэк Джон Лона. И, конечно же, есть еще пибимджан, это для холодной лапши. Но вот в чем прелесть данного магазина, что здесь достаточно большой ассортимент и широкий выбор разных дополнительных закусок. Например, я вот сейчас стою рядом с холодильником, и здесь очень большое количество кимпабов, сэндвичей, онигири, которые вы все любите, или как они здесь называются, самгак кимпаб. Здесь также можно купить вот такие вот ланчбоксы, если вы не хотите лапшу, а именно хотите что-нибудь более традиционное. Для любителей сладкого здесь тоже достаточно большое многообразие. Есть пироженки, есть всякие макаруны, есть желе. В общем, вы можете также здесь и купить себе горячий либо холодный кофе и насладиться вот таким вот сладким перекусом.
Но помимо сладостей, здесь есть в том числе и яйца, которые, знаете, кладут в рамен. Они либо закопченные, они такие, знаете, темного коричневого цвета, либо маринованные. В общем, многообразие на любой вкус, но это еще не все. На противоположной стороне висит очень большое количество сосисок, всяких колбасных изделий. Тут же лежит у нас сыр, который вы можете добавить в рамен. Но для любителей более правильного питания здесь есть и вот такие вот вещи, как отварная, либо запеченная куриная грудка, а также всякие крабовые палочки. Но, что примечательно, здесь сразу же подготовлены вот такие вот наборы в виде уже нарезанной нашинкованной зелени, а также ростков сои. Стоит это все недорого. И, конечно же, есть вот такие вот небольшие порционные сырые яйца, которые мы также будем добавлять в рамен. Обратите внимание, какой здесь есть сыр. Допустим, есть вот такой вот сыр моцарелла, который уже заранее нарезан, и который можно просто высыпать в рамен, и получится очень вкусно. Но также здесь есть еще и вот такие вот более традиционные пластины плавленного сыра, которые больше принято добавлять именно к лапше. Конечно же, здесь есть еще и кимчи. Обратите внимание, есть вот в таких вот небольших, я не знаю, как это, в баночках, а есть и вот такие вот упаковочки. Стоят тоже недорого, порционно. Вообще, на самом деле, кимчи — это, я считаю, неотъемлемый атрибут. Даже если мы едим лапшу, рамен, то всегда приятно закусывать ее кимчи. Конечно же, помимо лапши, которую надо варить в специальных аппаратах, здесь есть и вот такие вот рамены, которые можно просто запарить кипятком. Но, скажу честно, нам это все не интересно, потому что вся магия происходит именно в специальных машинах и, конечно, с добавлением разных топпингов, потому что так мы получаем уникальный и интересный вкус. Я думаю, я очень подробно уже все рассказал, поэтому, думаю, самое время затариться лапшой и другими интересными вкусняшками. Как я уже и сказал, я здесь увидел много всякой разной лапши, которую я до этого не пробовал, и мне разгорелось внутри меня очень большое любопытство. А именно, мне очень интересен вот этот вот пудэ-чиги рамен. Я его до этого не пробовал. Мне интересно понять, насколько он отличается от того же шин-рамена, на основе которого обычно и варят этот пудэ-чиги. Также я хочу попробовать вот этот вот юкиджан. Почему я его хочу попробовать? Потому что это очень популярный рамен в Корее, его часто едят в дорамах, его часто едят мои друзья, и все говорят, что это один из самых вкуснейших раменов, которые есть в Корее. Ну и, конечно же, к этим раменам мы возьмем топпинги, обязательно возьмем ростки сои, также мы возьмем 2 комплекта на нарезанной зелени, возьмем, конечно же, сыр и возьмем, я все-таки люблю именно вот такой вот в пластинах плавленый, поэтому нам как раз на 2 рамена вот такой вот упаковки хватит. Что же еще взять? Сосиски бери. А, точно, сосиски надо взять, точно. Но подожди, сосиски сосисками, но надо обязательно взять кимчи. Конечно же, 2 яйца, потому что какой рамен без яйца? Правильно, ребят? Правильно. Все вы смотрели мои рецепты и знаете, как нужно делать, чтобы было вкусно. И сосиски, да? А вот с сосисками будет самое сложное. Их очень много, и у меня, честно говоря, глаза разбегаются. Ты выбрал за меня? Окей. Что это хоть за сосиска? Какая-то интересная. Я такой не пробовал. Их действительно очень много. Есть, кстати, со вкусом чеснока, есть со вкусом перца. Здесь очень много всяких разных вкусов, поэтому иногда можно просто запутаться. О, я нашел хорошие сосиски. Мы возьмем вот такие вот, как они, baby sausages. Они, кстати, уже заранее подрезаны, так что я думаю, будет вкусно. Ну, я думаю, на этом все. Сейчас пойдем это все дело оплатим и запарим, и будем наслаждаться. Пойдемте. 안녕하세요. 여기서 먹고 갈게요. 카드로 계산할게요. 네, 감사합니다. Прежде чем мы пойдем к автомату, давайте сразу все подготовим. Начнем вот с этого рамена, который пудэ-чиги. Я, если честно, в предвкушении, я обожаю пудэ-чиги, надеюсь, вы тоже. Если не пробовали ни разу, то на канале есть рецепт, обязательно посмотрите и приготовьте. Так, здесь, кстати, достаточно большие пузатые пакетики со всякими добавками. Но, в принципе, все это выглядит достаточно стандартно, как и во всех остальных раменах. Здесь суповая основа, а здесь что-то очень большое. Смотрите, какой большой пакетик. Производитель это вообще, кстати говоря, тоже Ноншим. А, все, я понял. Кажется, я понял. Смотрите, какое здесь большое наполнение. Смотрите, какие большие куски. Поэтому такой вот был большой пакетик. Очень интригующе. Так, один рамен мы подготовили, но надо не забыть про сосиски.
Сосиски это вкусно. Давайте добавим. Теперь давайте второй, вот этот самый юкиджан. Мы его, кстати, будем готовить без сыра, потому что юкиджан обычно не добавляют сыр. Ну и вообще, на самом деле, я заметил, что корейцы, это именно вот этот рамен, едят без всяких добавок. Максимум яйцо и максимум какая-то зелень. Ой, здесь и лапша, кстати, другая. Смотрите, она кажется какой-то более тонкой, что ли. Какой-то, я даже не знаю. Ну, лапша как лапша, но выглядит это как, знаете, лапша от доширака. Пакетики достаточно стандартные. Производитель, кстати, тоже Nongshim. Самый большой, самый известный производитель лапши быстрого приготовления. Вы знаете, мне нравится наполнение этих пакетиков, потому что оно какое-то здесь красивое, какое-то милое. Знаете, не просто там сушеные овощи и суповая основа. Смотрите, вот, допустим, вот здесь как. Такие вот миленькие штучки, которые очень часто можно увидеть, там, я не знаю, в каких-нибудь сериях этого мультисериала Наруто. Конечно же, тоже сюда сосиски. Это есть нельзя. Конечно же, надо не забыть про зелень. В юкиджан мы добавим ростки сои и зелень. А сюда мы добавим сыр и зелень. Думаю, очень у нас нажористый раменчик получится. Пахнет классно. Здесь, кстати, помимо ростков сои еще есть мелко нарезанный острый перец и тоже лучок. Корейцы очень любят зелень, а именно зеленый лук. Но здесь, в данном случае, у нас помимо лука тоже находится еще острый перчик. На самом деле он не сильно острый, он больше такой пряный, пикантный, знаете. Второй пакетик, я думаю, мы взяли зря, но, как говорят корейцы, мало зелени, точнее, много зелени не бывает. Они действительно считают, что чем больше вы кладете зеленого лука, неважно куда, в готовое блюдо, на этапе приготовления, либо в рамены, тем будет вкуснее. Я склонен им доверять. Кимчи мы откроем уже потом. Сейчас я подготовлю сразу 2 яйца, которые мы закинем вариться вместе с раменом. Итак, все готово. Пойдемте теперь сварим эту лапшу. Красавчик. Да. Вот это я облажался с яйцом. Короче, в итоге пудочиги у нас будут без яйца, но зато будет с сырком. Ну, судя по всему, готово. Так, сейчас возьму одну пока. Итак, друзья, 2 рамена у меня. Один со вкусом юкиджан, второй пудочиги. Я, к сожалению, одно яйцо разбил. И получилось так, что у меня в итоге пудочиги будут без яйца. Но главное, что у нас юкиджан с яйцом. Так что не все потеряно, как говорится. Готовилось все примерно около 4 минут. Что, кстати, необычно. Но так как здесь индукционные машины, я вполне допускаю, что из-за этого готовится здесь все быстрее. Но с виду рамен готов. Так что давайте его пробовать. Я начну с пудочиги, потому что пудочиги я очень люблю. Горячий. Лапша такая, знаете, немножечко аль денте. Но я такую люблю, кстати. Прям под мой вкус настроили машину. Это очень вкусный пудочиги. Мне очень нравится. Мне кажется, шин рамен с сыром поудачнее будет. Но это тоже очень вкусно. Но вообще, если выбирать между таким необычным вариантом, как пудочиги рамен и шин рамен, я все-таки лучше выберу шин рамен. Ну что, настало время попробовать знаменитый юкиджан. Здесь немножко другая лапша. Здесь мы добавили ростки сои, а также яйцо. Давайте попробуем сначала саму лапшу. Блин, лапша мне здесь нравится больше. Знаете, какой-то вкус детства. Она реально похожа на наш привычный доширак. Я имею в виду именно сама лапша. Давайте попробуем бульон. Знаете, к такому бульону мы отлично подобрали топпинги. Я имею в виду вот эти
раскисой, они тут прям в тему, отлично дополняют. Вкус, я не скажу, что это похоже на традиционный корейский суп юкидян, но вкус реально очень сильно отличается от всех других раменов. Я теперь понимаю, почему корейцы его очень любят. Во-первых, он сильно отличается, а во-вторых, это действительно вкусно. Честно скажу, большинство раменов, они плюс-минус по вкусу одинаковые. Ну, то есть, потому что есть такие хитовые марки, как Шин рамен, Джин рамен, другие там, другая лапша по типу Самьянг, Пультак и так далее. Но вот это прям очень сильно выделяется. Поэтому, если увидите вдруг такой рамен, именно со вкусом юкиджан, в такой вот упаковке, обязательно попробуйте. Я думаю, что вы тоже ощутите эту разницу. Друзья, не просто так все корейцы добавляют в рамен яйцо. Это действительно вкусно. Это очень просто и вкусно. Конкретно вот в данном юкиджан рамен прям отлично сочетается. Я как-то раньше не обращал внимания на это. Я имею в виду, когда ел обычный шин рамен, либо джин рамен. Но в данном, почему-то именно здесь я наконец-то раскрыл всю эту суть вот этого отличного сочетания лапши и яйца. Ну и сосиски, конечно же. Вот в этом пудочиге мы добавили сыр. Очень сочетается, очень круто. Я тоже очень люблю пудочиге. Оригинальный вкус очень круто передан. Я знаю несколько мест, где готовят только пудочиге. Там одно блюдо, ты заходишь, только его заказываешь. Очень похоже. Так что 10 из 10 для меня. Нет, шин рамен тоже круто, но пудочиге я люблю больше. Не, я имею в виду, что если мы, допустим, взяли бы шин рамен, также бы его сварили, добавили сюда зелень и сыр, было бы вкуснее. Слушай, ну возможно, я, если честно, не супер специалист в рамене, как ты, да, допустим, но по классическим там шин рамен, пудочиге либо пультак, я как бы тоже спец с какой-то стороны. Но вот это однозначно нужно пробовать, однозначно нужно сыр добавлять, без сыра вообще не то будет. Кстати, по юкиджан я тоже спец, потому что всегда, когда мы ходим в мясные вот эти вот рестораны, мы всегда берем юкиджан. Так что давайте посмотрим, что и с чем это. Да что ты врешь, вы едите твиндян чиги. Ты опять все Я напутал, да? Да. What the fuck. Пошел я. Ты вообще ел суп юкиджан? Нет, конечно, я ел суп юкиджан. Важно помнить, что юкиджан это же суп, поэтому пробуй вот сам бульончик. Нет, он похож, но оригинальный юкиджан лучше. Ну вот скажи, оправдана вот эта вот особая любовь корейцев к этому рамену со вкусом юкиджан? Как я сказал, он похож, но у него тоже есть свои особенности, он тоже по-своему вкусный. Так что мне нравится. Я просто знаю, что они вот это вот именно юкиджан очень любят есть утром с бадуна, допустим, либо... Да, есть такое, да. Вот я помню, был на Итывоне, мы там тусили, гуляли, и потом, когда уезжали оттуда, шли на метро, там рядом с метро был магазинчик, тоже CU, либо GS25, и там была большая очередь из людей, которые покупали себе вот такой вот юкиджан, и ели его просто после бурной, так скажем, алкогольной ночи. Но я на самом деле скажу так, многим корейцам это помогает после алкогольной ночи, когда у тебя там бадун и так далее. Как бы да, но мне лично это не особо помогает. Я обычно ем либо пудочиге, либо кимчи-чиге, потому что оно более острое, и оно как бы меня более... Я просыпаюсь, так сказать. Красавчик, давай 5. Друзья, мы же забыли совсем, что взяли еще кимчи в прикуску для рамена. И, на мой взгляд, это вообще отличное сочетание кимчи плюс рамен. Вот, Марк, ну-ка, скажи мне, как тебе больше нравится? Я считаю, кимчи вообще с любым блюдом заходит. И есть люди, которым не нравится кимчи. Попробуйте в сочетании с чем-то, а потом уже говорите, что вам не вкатывает. Ты реально знаешь людей, которые не любят кимчи? Я тебе больше скажу, знаю корейцев, которые не любят кимчи. Я такой... Как это работает? Ну, реально, есть корейцы, которые не любят кимчи. Ну, они больше по европейской бывают еде. Но их, кстати, очень мало. Большинство корейцев стабильно едят кимчи, закусывают с раменом, с другими блюдами. Так что, ребят, пробуйте кимчи в сочетании с чем-то, и все будет четко, я вам обещаю. Вот это прям день откровений. Я даже не знал, что есть корейцы, которые не любят кимчи. Ладно, окей. Я знаю нескольких корейцев в России, которые не любят кимчи, но которые в Корее не любят кимчи. Вот это вот действительно очень странно. Марк,
Какие-то жуткие вещи ты рассказываешь. Просто страшилки. Правда есть правда. И от нее не убежать. Ешьте кимчи. Знаете, я считаю, что у нас в стране тоже должны появиться такие заведения, потому что это как минимум прикольно и интересно. А еще это очень вкусно. Я уверен, что сейчас многие скажут, да это же не полезно для здоровья и так далее. Ну да, но тут и корейцы как бы тоже каждый день рамен не едят. Но тем не менее его очень любят. И это действительно вкусно. Я рекомендую вам всем попробовать. Особенно по моим рецептам вы сможете сделать их еще более вкусными. А еще мне, кстати говоря, здесь очень нравится само оформление, потому что вот мы сейчас едим за столиком, таким небольшим, уютным столиком. Ну и вы видели, как они оформлены? Смотрите, эти столики оформлены в виде таких вот баночек из-под рамена. Вот это, например, шин рамен, всеми нами любимый. Вон там находится джин рамен и чампон. И на мой взгляд, это очень мило и очень круто. Друзья, я наелся. Это было очень вкусно, это было очень сытно. Мне очень понравилось. Будете в Сеуле, обязательно захаживайте в это место. Я уверен, вам понравится. Лапша была острая, а еще сегодня очень жарко. Поэтому я возьму вот такой вот большой стакан и возьму вот такое вот холодное кофе. Это просто хит всех фудблогеров, которые снимают рилсы о Корее. Давайте попробуем, что же это такое и стоит ли оно вашего внимания. Очень освежает. Я не люблю холодный кофе, вы знаете, но это прикольно. Ну и давайте я тоже тряхну стариной. Что-то помню еще. Роцк. Не, Роцк не сегодня. Друзья, давайте подведем небольшие итоги. Это место очень сильно распиарено, снято миллионы просто рилсов, шортсов и так далее. Там очень много всегда людей. И действительно ли хайп оправдан? И я скажу вам, да, он оправдан. Действительно, место уникальное, место интересное, красочное, яркое. И действительно в этом месте можно найти большое количество раменов, которые вы до этого не пробовали. Я, знаете, много раз был во всяких 7-Eleven, GS25, это такие небольшие магазинчики здесь, где можно купить рамены. Но я нигде не видел такое многообразие. И сегодня я попробовал 2 для себя новых рамена, которые мне очень понравились. Поэтому я всем рекомендую посетить данное место. Если вы собираетесь в Корею и конкретно в Сеул, то загляните, я уверен, вам понравится. Как минимум вы найдете много для себя интересных видов рамена. Ну или можете и купить себе в качестве сувениров и увезти домой на родину. Ну, подарить там друзьям и просто насладиться уже в домашней обстановке. Друзья, надеюсь, видео вам понравилось, и вы обязательно поставите ему лайк, а также подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Ну а я напоминаю, что с вами, как обычно, был Денис Ким. Спасибо вам большое за просмотр, ну и всем пока!